Всем привет! Меня зовут Владимир Мельников, и я снимаю видео для своего канала на YouTube, в частности про основы электротехники. Сегодняшняя тема – асинхронный двигатель. Вот так выглядит асинхронный двигатель на данном изображении. И тут по пунктам расписана каждая деталь. Первая – крышка подшипника, вторая – сам подшипник, третье – подшипниковый щиток, четвертое – ротор с крыльями вентилятора, пятое – статор с обмотками, шестое – станина, он же корпус, седьмое – коробка зажимов, восьмое – вентилятор и девятое – кожух. В правом нижнем углу мы видим схемы соединения обмоток статора. Первый – соединение звездой, а второй – соединение треугольником. Какая разница между этими соединениями, я уже рассказывал в предыдущих видео. Ну а теперь поподробнее, что же все-таки такое асинхронный двигатель? Асинхронный двигатель состоит из двух частей: неподвижной части статора и вращающей части ротора. Вращение поля в двигателе создает трехфазная обмотка, расположенная в пазах сердечника статора. Ротор представляет из себя набор из дисков электротехнической стали и насаженный на вал. На поверхность ротора в пазах имеется обмотка, которая состоит из алюминия или медных стержней, концы которых замкнуты с помощью медных или алюминиевых колец. Такой ротор называют коротко замкнутый, так как его обмотка замкнута. Вал вращается в подшипниках, который размещен в подшипниковых щитках. При подаче трехфазного напряжения на обмотках статора образуется электромагнитное поле, которое пронизывает обмотки ротора, в результате чего по ним будет пробегать ток, который образует свое электромагнитное поле, направленное противоположно электромагнитного поля статора, в результате чего ротор вращается. Двигатель называют асинхронным, потому что скорость вращения магнитного поля статора не совпадает со скоростью вращения ротора. Коллектор служит для выпрямления механическим способом из переменного в постоянный ток. Он состоит из твердой меди. Основным материалом для изготовления щеток является медь, уголь и графит. Щетка вставляется в отверстие щеткодержателя и для лучшего контактирования прижимаются пружинами. Но все это, скажем, по-книжному, по-научному. Но что такое асинхронный двигатель, можно сказать в двух словах. Асинхронный двигатель – это такой двигатель, который из механической энергии делает электрическую, проще говоря, генератор, о котором я уже рассказывал в предыдущем видео. Единственное, что такое интересное слово, это коллектор. Коллектор, или это по-научному, а по-простому диодный мост, предназначение которой служит делать ток из переменного в постоянный. Ведь генератор, это тоже асинхронный двигатель, он вырабатывает переменный ток, а проходя через диодный мост, он становится постоянным.
Ведь бортовая сеть автомобиля работает на постоянном токе. Вот. А дальше ток уже идет на аккумулятор и на остальные роды потребителей, о котором я буду рассказывать в будущем. Ну а на этом у меня сегодняшняя тема все. Всем спасибо. Не забывайте ставить пальцы вверх, подписываться и обязательно писать свои комментарии, если есть у кого-то вопросы и все остальное. Всем спасибо, до свидания.